Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Жуткое исчезновение Брэндона Лоусона. Брэндон Мейсон Лоусон родился 18 ноября 1986 года в Форт Уэлсе, штат Техас, в семье Брэда и Кимберли. У него была сестра Британи и два брата, Кайл и Билли. В старшей школе Брэндон познакомился со своей гражданской женой, Ладессой Лофтон, и впоследствии у супругов родилось 3 детей. Трудолюбивый и любящий активный отдых Брэндон ходил на рыбалку и в походы, был преданным отцом. Каждую неделю он подолгу работал на нефтяных месторождениях в компании Renegade Well Services, и вскоре ему предстояло приступить к новой работе. Ночь исчезновения. Вечером 8 августа 2013 года 26-летний Брэндон приехал домой в Сан-Анджело, штат Техас, и поссорился с Ладессой. Позже она объяснила, что ссора произошла отчасти из-за того, что они оба находились в состоянии стресса, вызванного тем, что Брэндон работал более чем 60 часов в неделю, а в доме было 3 маленьких детей. Ранее мужчина злоупотреблял психоактивными веществами, поэтому другим важным фактором ссоры стало то, что Брэндон не пришел домой накануне вечером, и Ладесса посчитала это признаком того, что он вновь сорвался после 6 месяцев чистоты. У пары был свой порядок разрешения конфликтов. Когда ситуация накалялась, они расходились по разным комнатам, или один из них уходил из дома. Так Брэндон и Ладесса давали друг другу возможность остыть, прежде чем снова возвращаться к разговору. Брэндон позвонил своему отцу около половины 12-го ночи, рассказал о случившемся и сообщил, что хочет приехать к нему домой. Брэд Лоусон жил в Кроули, штат Техас. Дорога до его дома составляла 3 часа езды, поэтому отец пытался отговорить сына от продолжительной ночной поездки, но тот настоял на своем. «Долгое время я винила себя», — говорила Ладесса, сожалея о том, что произошло между ними, и о том, что в результате Брэндон ушел. «Я ничего не могу вернуть назад», — продолжила женщина, все еще преследуемая последними словами, сказанными ею своему партнеру, с которым она провела 10 лет. Брэндон Лоусон уехал из дома на своем серебристом Ford F-150 в 23:54 и больше не вернулся. Таинственные последние часы жизни Брэндона. По дороге в Кроули у Брэндона закончился бензин, и ему пришлось остановиться на шоссе 277, проходящему между Сан-Анджело и Бронте, штат Техас, в округе Кок. Он позвонил своему брату Кайлу, который жил всего в миле от дома Брэндона и Ладессы, и попросил его привезти бензин. Во время разговора с Кайлом Брэндон заявил, что его преследуют 3 мужчин, которых он позже назвал мексиканцами, живущими по соседству. Кайл, усомнившись в правдивости его рассказа, спросил, не принимал ли он наркотики и нет ли у него галлюцинаций, но Брэндон это отрицал. Вскоре Кайл поговорил с Ладессой по телефону и рассказал ей, что происходит. Она поставила канистру с бензином, чтобы он забрал ее и доставил Брэндону, и начала готовиться ко сну. Кайл, его жена Одри и их 4-летний ребенок забрали топливо. У Кайла в то время не было денег, и он не мог себе позволить заправиться, поэтому его план состоял в том, чтобы забрать Брэндона, отвезти его на станцию техобслуживания и попросить оплатить заправку. Они выехали на место и обнаружили автомобиль Брэндона, припаркованный на обочине дороги, но самого Брэндона нигде не было. Через некоторое время к месту подъехал помощник шерифа, с которым связался проезжавший мимо дальнобойщик, сообщивший, что автомобиль Брэндона припаркован вдоль края шоссе и мешает движению транспорта. Кайл позвонил Брэндону. Во время разговора Брэндон сказал: «Я тебя вижу».
«Я здесь». Однако ни Кайл, ни помощник шерифа его не видели. Когда через несколько минут Брэндон так и не появился, Кайл сначала подумал, что брат, возможно, скрывается от офицера, поскольку недавно узнал об ордере на арест, который был связан с обвинением в хранении наркотиков и выдан в округе Джонсон еще в 2005 году. Однако, как следует из последнего звонка Брэндона в службу 911, это, скорее всего, не было причиной его исчезновения. Хронология звонков по мобильному телефону. В ту ночь с телефона Брэндона Лоусона было сделано множество телефонных звонков, несколько из которых либо не удалось завершить, либо они оборвались во время разговора из-за плохой сотовой связи в этом районе. Хронология этих звонков, восстановленная на основе записей телефонных разговоров и рассказов родственников Брэндона, выглядела так. 23:30 Брэндон позвонил своему отцу Брэду. 23:54 Брэндон отправился в дом своего отца. 0:30 Брэндон позвонил своему брату Кайлу и сообщил, что у него закончился бензин, и он остановился на шоссе 277. Во время этого звонка Брэндон заявил, что его преследовали мексиканцы, живущие по соседству. 0:50 Брэндон позвонил в службу 911. Подробнее об этом звонке мы расскажем в ближайшее время. 0:51 Кайл позвонил Брэндону и оставил голосовое сообщение. 0:51 Брэндон позвонил Ладессе, но не получил ответа, так как телефон был оставлен в ее машине. 0:52 Брэндон позвонил Одри, жене Кайла, и сказал: «Одри, я истекаю кровью». Это были последние известные слова, произнесенные Брэндоном. 0:54 Кайл позвонил Брэндону. 0:57 Брэндон позвонил соседу. 0:58 Брэндон позвонил Кайлу. 0:59 Кайл позвонил Брэндону. 1:04 диспетчер службы 911 позвонила Брэндону, пытаясь получить дополнительную информацию о его местонахождении. Она не получила ответа и оставила голосовое сообщение. 1:09 Брэндон трижды звонил Кайлу. 1:15 Брэндон дважды звонил Кайлу. Это были последние звонки с его телефона. 1:19 С этого момента все звонки на телефон Брэндона перенаправлялись на автоответчик. Расшифровка звонка 911. Загадочный звонок Брэндона в службу 911 на протяжении многих лет оставался предметом многочисленных споров. Было трудно понять, что именно сказал Брэндон во время этого звонка и что происходило на заднем плане. Приведенная дальше расшифровка является лишь одной из нескольких различных интерпретаций этого звонка. Оператор. Служба экстренной помощи 911. Брэндон. Да, я нахожусь посреди поля. Привезите сюда несколько человек. Прямо сюда, по дороге к Абилину, со стороны Бронте. В моем пикапе кончился бензин. Здесь еще одна машина, и ребята гонятся за мной в лес. Пожалуйста, быстрее. Оператор. Хорошо, повторите это еще раз. Брэндон. Я пытался с ними поговорить. Я столкнулся с ними. Оператор. Вы столкнулись с ними. Хорошо. Брэндон. Только с первым парнем. Шум. Брэндон. Меня подстрелили. Оператор. Вам нужна скорая помощь? Брэндон. Да, нет, мне нужны копы. Оператор. Хорошо, кто-нибудь пострадал? Шум. Оператор. Алло? Брэндон. Очень слабо. Помогите мне. Некоторые эксперты полагают, что шум в расшифровке был звуками выстрелов, в то время как другие считают, что это были просто автомобили, проезжавшие по мосту через близлежащую реку. Истинный источник и природа звуков так и остались загадкой. Кроме того, как уже говорилось ранее, оператор службы 911 попытался перезвонить Брэндону, но не получил ответа и оставил голосовое сообщение. Неизвестно, почему он не ответил на ее звонок. Возможно, в этом был виноват плохой сигнал сотовой связи, поскольку после этого Брэндон все же сделал еще несколько звонков. Некоторые также утверждают, что слышат, как на заднем плане говорит другой человек. В замедленной версии вызова слышен третий голос, который произносит такие слова, как «вставай и защищайся». Безуспешные поиски. Семья Брэндона продолжала безуспешно искать его до утра. Больше звонков от Брэндона не последовало, и он, казалось, растворился в воздухе. Правоохранительные органы первоначально полагали, что Брэндон скрывался и, возможно, находился в бегах из-за ордера на арест. Однако это не кажется правдоподобным, учитывая, что он специально просил прислать полицейских в разговоре с сотрудником службы экстренной помощи.
Ладесса и остальные члены семьи Брэндона провели еще одну поисковую операцию. Они искали везде, где только могли, но их усилиям мешали местные землевладельцы, которые не разрешали вести поиск на своей территории. Ладесса также заплатила за помощь в поиске с самолета. Не было обнаружено ни малейших улик, объясняющих, что произошло с Брэндоном Лоусоном. В последующие дни помощники шерифа провели собственные небольшие поиски, но не обнаружили ни тела, ни следов разыскиваемого. Шериф округа Том Грин Ник Хана, который в то время был техасским рейнджером и руководил расследованием, считал, что тело Брэндона, скорее всего, находится в безлюдной пустынной местности у шоссе US-277, где в основном обитают гремучие змеи и дикие свиньи. Ориентируясь на этот участок, шериф сосредоточил свои поиски в Бронте, задействовав 2 вертолета ДПС, квадроциклы, Тиксар, 6 служебных собак и 4 различных агентства. Поисковые группы так и не нашли никаких следов Брэндона. Единственным признаком присутствия кого-либо в этом районе было место под деревом, где, судя по всему, кто-то присел, недалеко от проезжей части, в пределах видимости того места, где сломался пикап Лоусона, говорится в отчете. Несмотря на неудачи в поисках, семья Брэндона никогда не теряла надежды, что однажды они его найдут. Теории. Странные и загадочные обстоятельства исчезновения Брэндона породили целый ряд теорий. Галлюцинации от запрещенных веществ. Позже Кайл рассказывал, что незадолго до исчезновения у Брэндона случился рецидив, и он снова начал употреблять метамфетамин. В связи с этим многие предположили, что в ночь исчезновения он мог находиться под воздействием наркотиков и видел галлюцинации. Также было высказано предположение, что на него могло напасть какое-то животное, возможно, дикие свиньи, обитающие в этом районе. Убийство. Согласно этой версии, Брэндону не повезло оказаться не в том месте и не в то время, и он стал свидетелем того, чего не должен был видеть, и был за это убит. Сторонники этой теории указывают на звуки выстрелов и голоса одного или нескольких неизвестных людей на фоне его звонка в службу 911, а также на утверждение самого Брэндона о том, что его преследовали мужчины. Он убежал. В начале расследования полиция полагала, что Брэндон покинул город по собственному желанию, чтобы начать жизнь с чистого листа и уклониться от ордера на арест. Эту версию подкрепляла информация о том, что незадолго до исчезновения он обналичил свой счет. Однако Ладесса не знала, получил ли он эти деньги. Его семья никогда не считала, что он сбежал. Они были уверены, что он не захотел бы оставить детей, которых так любил. Кроме того, ордер на арест, по их мнению, не представлял для него большой проблемы, уж точно не настолько серьезной, чтобы заставить его бросить семью. И более того, он стремился исправить ситуацию. По словам Ладессы, Брэндон никогда бы не сбежал от своих детей, и хотя у него был невыполненный ордер, мы собирали деньги, чтобы оплатить штраф, и решали этот вопрос через нашего адвоката. Также важно заметить, что с момента исчезновения не было никаких дальнейших действий с банковскими счетами Брэндона или номером социального страхования, ССН. Хотя Брэд Лоусон не верил, что его сын сбежал, он также не был до конца уверен, что Брэндон погиб на поле или вблизи него, которое было его последним известным местонахождением. Там некуда идти, темень кромешная, час ночи, мобильник сел, фонарика нет, там скалистая кактусовая местность. Если бы он упал или что-то в этом роде, мы бы нашли его во время поисков. Никто не знает, где Брэндон. Если бы я знал, я бы отправился за ним и вернул его туда, где ему самое место, к его семье. Но до этого дня я не теряю надежды. Интересно, что в последний раз телефон Брэндона звонил в 1:19 ночи в 3 милях от его пикапа, что заставило некоторых задуматься, мог ли мужчину подобрать проезжавший мимо автомобилист. Брэндон Лоусон. Что известно на 2023 год. 4 февраля 2022 года семья Брэндона Лоусона объявила, что поисковая группа обнаружила то, что, по их мнению, является одеждой Брэндона, недалеко от его последнего известного местонахождения. «У меня была поисковая группа, которую возглавлял адвокат Джейсон Уотс», рассказала Ладесса в интервью Oxygen. «Там было очень холодно, работало около 10 человек, и они нашли его ботинки и шорты. Вскоре после этого техасские рейнджеры провели собственные поиски в этом районе и обнаружили человеческие останки».
По состоянию на август 2023 года результаты экспертизы ДНК еще не готовы, но близкие Брэндона твердо уверены, что останки принадлежат ему. И что они стали на шаг ближе к выяснению того, что случилось с ним той ночью 10 лет назад. Ладесса поделилась своими чувствами по поводу этой новости. «Мы чувствуем нашими сердцами, что это он. Мы чувствуем. Кто это еще может быть? Он не оставил бы свою семью. Брэндон не был таким человеком». А как вы думаете, что на самом деле случилось с Брэндоном Лоусоном в ночь на 9 августа 2013 года? Может быть, у вас есть собственная версия событий? Свои ответы пишите в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.